касается размеров данного кардигана, значит, смотрите, ширина получилась у меня 39 сантиметров, длина от плеча и сюда вниз 38 сантиметров, длина рукава получилась 47 сантиметров. Так что смотрите, вы все данные показатели можете самостоятельно либо увеличить, либо уменьшить по той схемке, которую я вам предлагаю. Как вязать кардиган я набросала сейчас быстренько описание, схемку сейчас вам все расскажу, а потом вставлю подробно попетельно уже описание дальше. Значит, смотрите, вязала я из Alize Puffy Fine, ушло у меня 4 мотка, расход в моточке 100 грамм, 14,5 метров. Так, и с чего мы начинаем? Вязала я нижнюю часть целиком, получается у меня, вот сейчас нарисую вам в развороте. Если у меня, конечно же, получится это сделать. Получится. Так, сейчас. Смотрите. Не нарисовала до этого. И вот здесь рукава. Ну, да, туда они уходят. Значит, вот эту нижнюю часть до рукавов, прям даже вот так вплотную к рукавам, да, и я провязывала целиком. Вот эту вот нижнюю часть, она у меня идет целая. Я ее провязываю до рукавов, а потом уже разделяю на 2 полочки. На левую середину, спинку и на правую. Потом их мы вяжем уже отдельно. Начинаем мы с того, что отсчитываем 72 петли от начала нашего мотка. Далее с 1 по 4 ряд вяжем резинку 1 на 1. Уже начиная с 5 по 13 ряд я вязала просто лицевые петли, 9 рядов. Мне этой длины было достаточно, вы уже смотрите сами. После того, как я провязала 9 рядов лицевыми петлями, я уже начинаю делить на левую и правую полочки и на петли спинки. То есть у меня 72 петли, я их делю пополам, это получается по 36 петель 2 раза, то есть 36 петель наперед в общем, да, и 36 петель на спинку. Но так как у меня здесь спереди 2 полочки, я еще 36 делю на 2 и получаю, что каждая полочка по 18 петель. Значит, вот описание, как вязать полочки для нашего переда по 18 петель. Значит, первые 2 ряда я провязываю 18 петель. Далее мы, давайте расскажу вам на примере правой полочки, да? Провязали, начинаем вот отсюда, с края, провязали первый ряд 18 петель, второй ряд 18 петель, третий ряд. Убавки мы делаем вот здесь, посередине, да? С одной стороны и со второй. Справа и слева мы убавки делаем посередине, ближе вот сюда к центру. Каким образом? Первую петлю мы провязываем лицевой, дальше идет убавка и уже до конца ряда просто лицевые петли, 15 петелек. Следующий ряд у нас идет, у нас осталось 17 петель, мы сделали одну убавку и вяжем, значит, 17 петель. И таким образом убавки я делала через ряд. Вот здесь хорошо видно, уже не буду дальше рассказывать, да, до тех пор, пока у меня не осталось 12 петель. И все. Слева и справа, то есть вот эту полочку мы связали, а левую вяжем симметрично правой. То же самое. Убавки делаем вот с этой стороны, слева. Спинку мы вяжем, так как мы спереди провязали 14 рядов всего, значит и по спинке мы должны провязать 14 рядов. Мы провязываем просто прямые 14 рядов по 36 петель на спинке. Провязали. Соединяем дальше наши изделия перед и спинку петли, и вот эти центральные, которые у нас здесь остаются, мы их закрываем и присоединяем там эту петельку либо к левой полочке, либо к правой. Что касается рукавов, рукава я набираю, значит, на первый рукав у меня получилось 30 петель, значит второй рукав у меня будет то же самое, 30 петель. Начинаем набирать мы рукав вот с этой зоны, вот здесь, с подмышки.
по кругу. Набрали и вяжем дальше по кругу. Значит, первые 6 рядов я провязала по 30 петель. Дальше в 7-м ряду сделала убавку в начале и в конце ряда, минус 2 петли в ряду. 8-й ряд без убавок, 28 петель. Далее 9-й ряд опять убавка в начале ряда и в конце. С 10 по 12 ряд вяжу без убавок 26 петель. В 13 ряду опять делаю убавку в начале и в конце ряда. С 14 по 16 ряд вяжу без убавок. 17 ряд опять убавка в начале и в конце ряда. И уже с 18 по 26 ряд вяжу без убавок по 22 петли. А начиная с 27 ряда по 30 вяжу резинку 1 на 1 и закрываю петли уже после этого. Вот, в принципе, и все. Суть описания данного кардигана. Если не вязать рукава, то получится довольно-таки тоже неплохой носибельный жилет. Давайте приступим к вязанию нашего с вами кардигана. Для этого от начала мотка отсчитывайте 72 петли. Вот моя 72 петелька, я ее пометила. И вязать сейчас будем поворотными рядами. Значит, смотрите. Уложим ниточку, вот это вот наши 72 петельки. Вот они, первые. И рабочая нить, вот она от мотка идет. Значит, первая петля у меня будет лицевая. Сейчас я буду вязать резинку 1 на 1, лицевая, следующая изнаночная. Нить заводим сюда перед работой и провязываем изнаночную. Нить заводим за работу и провязываем лицевую. Нить перед работой и петелька изнаночная. Нить за работой и петелька лицевая. Вот таким вот образом вяжем этот ряд до конца. В конце сейчас довяжем, и я вам покажу, как переходить, чтобы вязать второй ряд. Всего мы резинка 1 на 1 провяжем таких 4 ряда. Довязываем этот ряд до конца. Все, довязали наш первый ряд до конца, провязали последнюю нашу петельку, разворачиваем вязание. И опять в эту же, вот в нашу первую петельку мы ее тоже провязываем. Значит, с этой стороны у нас была изнаночная, значит, мы ее повернули, она у нас уже идет лицевая. И провязываем ее лицевой. И все, дальше вяжем по рисунку. Изнаночная, лицевая, чередуем. И всего таких рядов нам еще нужно провязать вот этот второй, третий и четвертый. И потом уже встретимся с вами. Я расскажу, как вязать дальше. Провязывайте 4 ряда. Все, провязала я 4 ряда резинкой 1 на 1, и сейчас поворачиваем наше вязание, и все петли мы будем провязывать лицевыми, то есть вверх у нас сейчас пойдет лицевая гладь. Вот лицевые петельки, и этот ряд довязываем полностью лицевой, и следующий ряд покажу, как вязать, потому что мы опять развернемся, у нас здесь будут изнаночные петельки, да, и я вам покажу и расскажу, как вязать дальше. Провязываем этот ряд до конца. Все, довязали наш лицевой ряд, разворачиваемся, и сейчас будем вязать наш изнаночный ряд. Все петли здесь будем провязывать изнаночными петельками. Провязываем их вот таким вот образом, просто сверху заводим их сюда вовнутрь, в каждую петелечку. Вот, и вяжем до конца ряда. Таким образом, сейчас мы будем, чередуя вот лицевой и изнаночный ряд, вязать на высоту, значит, до разделения на перед и на спинку нашего изделия, то есть до зоны, там, где у нас подмышка вот эта вот, да, мы вяжем вот эту высоту, и потом уже будем разделять, чтобы вывязать отдельно перед и спинку вот эти части две, и чтобы уже вывязывать рукава. Сейчас я провяжу необходимое количество рядов, ну, для моей высоты, присоединюсь к вам и расскажу, что делать дальше и сколько рядов у меня всего таких вот получилось. Все, провязала необходимую мне высоту. У меня она составила 9 рядов лицевых, вот эти вот лицевой глади, после резинки 1 на 1, 9 рядов. Так, и что я хочу вам сказать. У меня кардиган не будет длинный, вот смотрите, если вы заметили, он у меня будет короткий, то есть до бедер он доходить не будет, он где-то, ну, до живота, вот, ну, такого плана, будет коротенький. Если вам нужно подлиннее, то вяжите, конечно же, длиннее. Вывязывайте необходимую вам
длину. И после этого мы начинаем уже делить наш кардиган на петли переда и петли спинки, чтобы вывязывать в дальнейшем. Сейчас вот здесь образовывать с этой стороны у нас была такая вот выемка для рукава, чтобы в дальнейшем обвязать наш рукав. Каким образом? У меня здесь 72 петли, я их делю пополам, получается 36 петель на спинку и 36 петель на перед, да? Но перед у меня состоит из 2 полочек, значит, я еще петли переда делю еще один раз на 2, то есть по 18 петель на каждую полочку, на левую 18 и на правую 18. И все, теперь мы все эти 3 детальки будем вязать отдельно поворотными рядами. Сейчас будем провязывать 18 петель правой полочки, и спереди даже, я думаю, будем делать убавки вот здесь с этой стороны, немножечко сюда закруглять. Посмотрим, да? 18 петелек, 18 петель левой полочки вяжем симметрично правой, их можно вязать даже одновременно, просто взять 2 мотка и вязать одновременно, чтобы уже потом не пересчитывать наши ряды и не запутаться, где мы какие убавки делали, так? И потом столько же рядов мы будем вывязывать нашу спинку на эту же высоту, сколько провяжем наш петли переда. Так, и мы начинаем с того, что мы сначала вяжем наши полочки переда. Чтобы знать, на какую длину нам необходимо, вы можете просто приложить к себе, к плечу, и уже от плеча вниз посмотреть, какой длины вот это у вас будет выемка под рукав, да? И уже отталкиваясь от этого, столько рядов, сколько у вас будет спереди, вы провяжете столько же рядов и по спинке. Потому что по спинке мы вяжем без убавок, просто вот продолжаем вязать вверх наш вот этот вот прямоугольник, так называемый, да, без каких-либо убавок. А спереди мы еще делаем убавки. Давайте начнем. Значит, берем ниточку, присоединяем, и первые 2 ряда провязываем наших 18 петелек без каких-либо изменений. У меня, значит, это левая полочка. Сейчас я провяжу 2 ряда по 18 петель, 1 ряд 18 петель и 2 ряд 18 петель. И дальше расскажу, что мы будем делать. Вот, провязали мы 2 ряда наших по 18 петелек. И сейчас, начиная с 3-го ряда, мы будем делать убавки через ряд. То есть 3-й ряд у нас уже будет с убавками. Убавки мы будем делать, смотрите, вот здесь по краю будем провязывать первую петлю просто обычной петелькой всегда, а вторую, точнее, первую петлю провязываем обычной петелькой, а вторую и третью провязываем вместе, делаем убавку. Здесь мы делаем убавку с правой стороны с наклоном вправо, а здесь с левой с наклоном влево. Так. И мы так вяжем до тех пор, пока у меня было 18 петелек в начале, а в конце уже здесь у меня осталось 12 петель. И через ряд я вязала убавки. Значит, в 3-м ряду убавки, 4-й ряд без убавок, 5-й с убавками, 6-й без. То есть каждый четный ряд у меня идет без убавок, а нечетные ряды у меня с убавками. Всего у меня провязана высота 14 рядов. Последний ряд у меня 13-й с убавками, 14-й без убавок, 12 петель провязанных, и все. Значит, смотрите, каким образом делаете убавочки. Берем первую петельку нашу, провязали лицевой. Дальше мы сейчас вяжем левую с наклоном влево. Для этого мы продеваем сначала нашу вот 2-я идет и 3-я петелька. Сначала одеваем 3-ю петельку, а потом одеваем 2-ю петельку. Вот, чтобы вот эта петелька наша, 2-я, всегда была сверху одета. Косичка, чтобы вот такая вот шла, как здесь. Видите, косичка идет. Здесь то же самое я делала. Сначала я одевала вот эту вот 1-я, 2-я, 3-я. Я когда делала убавку, одевала сначала 3-ю петлю, провязывала, а потом на нее же одевала 2-ю. И получался у меня наклон вправо.
Все, мы сделали нашу убавку, провязали 2 петли вместе одной петлей, и теперь вяжем уже наш третий ряд до конца, четвертый ряд без изменений, ну и в пятом ряду опять делаем убавки, и так повторяем до тех пор, пока не получится у нас 12 петель, то есть 14 рядов всего. Вяжем, и потом я уже расскажу, как мы будем вязать нашу спинку. Все, провязала я 2 полочки, значит, переда. Вот у нас что получилось у меня. Так, петли здесь не закрывала, мы будем закрывать с петлями спинки, петля в петлю, чтобы там был такой незаметный у нас шов. Вот наша спинка, значит, здесь у нас 36 петель, и сейчас мы эти 36 петель просто провяжем, получается, на высоту 14 рядов, как и перед. Только здесь уже без каких-либо убавок. Просто вяжем по прямой вверх 14 рядов, без убавочек. И все, лицевыми петлями также. Все, провязала я спинку, 14 рядов вверх. Вот изнаночная сторона, потому что я уже развернула, потому что мы сейчас будем уже соединять перед и спинку, вот эти вот наши полочки. Значит, берем левую полочку и спинку и начинаем вот здесь с края продевать петля в петлю. Вот петелька переда в петельку спинки, вот сюда засунули, подтянули. Следующая петелька точно так продели, и все 12 петель таким образом мы продеваем и будем закрывать. Продеваем до конца. Продели все петли, петля в петлю, перед и спинку, разворачиваем наше изделие. Вот они, все петельки наши с этой стороны. Так, и что мы делаем дальше? Дальше мы берем нашу крайнюю петлю, которую мы продели, и соседнюю, значит, крайнюю, то есть вот будем считать 1, 2, 3, и вот они пошли, да? То есть мы первую одеваем на вторую. Вот таким образом. Вот это стала наша первая петелька, это вторая, значит, мы первую одеваем на вторую. Вот таким образом закрываем наш ряд до конца. Все, закрыли до конца этот ряд, и в принципе здесь у меня еще вот осталась ниточка. Если она у вас есть, то вы можете продеть еще вот один раз и оставить, потому что дальше мы эту петельку будем использовать, когда будем набирать петли для рукава. Если же у вас нету этой ниточки, то просто оставьте эту петельку, мы ее захватим уже в рукав, когда будем вывязывать его, и пускай она здесь остается. Да, ну и закрывайте, естественно, в сторону к рукаву вот эту петельку, так? Но еще прежде чем закрыть вот эту нашу вторую сторону, нам нужно здесь закрыть центральные 12 петель, потому что они нам уже не нужны. И точно так мы крайнюю одеваем на соседнюю. Оп, закрыли крайнюю, на соседнюю одеваем сверху и провязываем, продеваем таким образом петельки. Опять крайнюю одели на соседнюю, и закрыть нужно 12 таких петель нам. Вот закрыла я 12 петелек, и сейчас просто вставляем вот эти петли переда, точно так, как мы делали с левой полочкой. То же самое делаем и с правой полочкой. Вставляем петельки в петли спинки, и потом уже будем закрывать с обратной стороны наш перед и спинку. Доделывайте до конца, и уже потом будем обвязывать наши рукава. После того, как мы соединили перед со спинкой, я уже связала один рукав, сделала все расчеты, записала, и сейчас вам расскажу, как мы будем вязать наш второй рукав. Значит, смотрите, вот наш второй рукав. Здесь у меня есть ниточка, небольшой остаток, но я его обрежу, потому что мне его все равно не хватит, а он начинается у меня с плеча, и мне это не подходит. Мне нужно
чтобы он начинался вот здесь, чтобы мое начало ряда было вот здесь вот внизу. Значит, смотрите, что мы делаем для этого, как мы будем набирать наши петельки. У меня первый рукав получился 30 петель, я набрала по кругу, значит, и второй рукав у меня тоже должен быть 30 петель. Значит, присоединяем ниточку, и вот смотрите, вот наши петельки, вот эти идут крайние, и за одну стенку петли я продеваю петельку. И все, вот таким образом просто в каждую петлю, вот идет следующая петля, в нее продеваю за одну стеночку. Потом вот здесь вот следующая, в нее тоже продеваю, то есть в каждую петельку ничего не пропускаю, за одну стенку петли продеваю все петельки, значит. Ой, что-то у меня здесь пошло не так. Сейчас поправим. Начнем, значит, вот одна петелька, вторая, третья, четвертая. И таким образом мы набираем наш весь этот ряд по кругу. Набрали и вяжем уже дальше. Значит, смотрите, вот каким образом у меня здесь идет, вот заметно идут убавления здесь есть. Так, и вяжем. Значит, что мы вяжем? Всего я провязала мой рукав в длину 30 рядов. И последние, вот здесь 4 ряда у меня получились резинкой 1 на 1 провязанные. Каким образом? Значит, смотрите, с 1 по 6 ряд мы провязываем без изменений 30 петель по кругу. В 7 ряду я делаю убавку в начале ряда и в конце ряда. Так, 8 ряд без изменений, 9 ряд опять идет убавочка у меня в начале ряда и в конце ряда. С 10 по 12 ряд вяжу без изменений 26 петель. В 13 ряду опять делаю убавку в начале и в конце ряда. В 14 и 15, также 16 ряду вяжу без изменений. Вяжу без изменений все вот эти ряды по 24 ряда. В 17 ряду делаю последнюю убавку. У меня остается 22 петли. И после этого вяжу уже без изменений с 18 по 26 ряд вот такой лицевой гладью, а уже с 27 по 30 у меня резинка получается. И все, и потом просто закрываю все вот эти петельки. Так что давайте сейчас довяжем уже, в принципе, наше изделие и закроем петли, его можно будет носить. Да, и еще, в принципе, его можно даже использовать как и жилетку, если не вязать рукава, тоже хорошо смотрится.